Здравствуйте, друзья! Кажется, у этих карт, они называются Таро оппозиции, есть для вас 3 срочных послания. Если вам встретилось это гадание на просторах интернета случайно, или, может быть, вы нарочно искали подсказки для себя в жизни сейчас, это значит, что эти послания для вас. Вот такие вот красивые, выразительные карты спешат вам что-то рассказать. Пожалуйста, настройтесь получить пророчество о судьбе и позадавайте картам свои вопросы о том, что интересно именно вам, для того, чтобы это гадание из общего превратилось в ваше личное, персональное. 3 послания про вашу жизнь, о чем бы она ни была, любовь или деньги, может быть, работа, творчество, дороги. Спрашивайте о чем угодно. Если будете правильно задавать вопросы и правильно услышите ответы, то откровенность карт вас буквально поразит. Итак, послание номер 1. Они могут быть связаны между собой, а могут быть совершенно самостоятельными. Мы пока не знаем. 3 карты составляют первое послание, номер 1. И выпадает вам двойка мечей, карта император и карта солнца. Ну что ж, в основном, в целом, сообщение карт состоит для вас в следующем. Вы в шаге от какого-то колоссального успеха. Причем этот успех не оценочный, знаете, такой, который можете рассмотреть только вы. Успех этот официальный, потому что карта император, вот она в центре здесь, описывает все взрослое, важное, ответственное. Это бумаги, приказы, законы, суды, покровительство, руководящие должности. Это ваша состоятельность социальная в самом каком-то общем смысле. И, конечно, карта император имеет отношение к вашей карьере. Поэтому вполне возможен карьерный прорыв, очень скорое назначение ваше на новую должность или нахождение вами новой работы, которая тоже окажется существенным скачком в целом в карьере для вас, с учетом предыдущего послужного списка. Император здесь у нас соседствует с картой Солнца, которая вообще в целом приносит ясность, вносит ясность в любой вопрос и как бы все освещает и согревает. Карта Солнца говорит, что будущее ваше такое туманное теперь вдруг прояснится, и вы будете в результате вот этих скорых событий очень уверенно смотреть вдаль. Вы будете оценивать себя по-другому, вы будете по-другому распоряжаться финансами и будете по-настоящему счастливы. В конце концов, карта Солнца – это карта счастья. На пороге великого открытия, на пороге великих свершений и на пороге вы большого, скажем, назовем это так, карьерного прорыва. Для начала пусть у нас будет только этот сюжет, однако это все хорошо. Есть совет для вас, для того, чтобы вот это все состоялось, вот это прекрасное, чего все так ждут, особенно теперь, вам нужно следовать нехитрым советам карт. И этот совет двойка мечей дает. Вы должны быть в одиночестве. Карты предсказывают вам успех, но очень индивидуальный, очень, знаете, такой одиночный. Здесь нет места коллективным свершениям и радостям. То есть вот это счастье, вот эту ясность, эти деньги, этот статус вы получите только если не будете искать помощи и не будете ждать совета. Если вы откажетесь от любого вмешательства в вашу жизнь и мозги, если вы не будете слишком активно делиться заранее счастливыми новостями. Вот пример. Если уж мы коснулись карьеры, вы имеете на примете какую-то достойную вакансию, и она точно будет вашей, но только если вы пойдете к ней очень прямым путем и в одиночестве. Если вы не будете искать, например, знакомых, которые вас туда
могут продвинуть. Если вы не будете слишком рассказывать, да вообще рассказывать родственникам и друзьям, пока это все не состоялось и не случилось. Двойка мечей не описывает бой для вас. Она говорит, более того, что все описанное дастся вам достаточно легко, но вы должны быть именно в одиночестве, вы должны держать рот на замке. И видите, у нашей героини на иллюстрации даже глаза завязаны. То есть вам лучше еще и по сторонам не смотреть, не оглядываться на других, не сравнивать себя с другими, даже не брать, может быть, с кого-то пример. Для чего лошадям шоры надевают? Вы же знаете, да? Чтобы они не пугались. Вполне возможно, вам надо на видимые препятствия сейчас, как шоры, закрыть глаза, завязать условно себе глаза, чтобы вы заранее вот этого счастья, вот этих своих свершений не испугались. Посидите в тишине, подумайте. И еще интересный совет карта дает: ничего не выбирайте. Она пассивная, на ней всегда ведь человек не идет, не бежит, не плывет, не едет, да? Всегда абсолютно статичная поза у нашего героя. То есть Вселенная вас вот этими подарками готова одарить, но только если вы не будете сами сильно вмешиваться в ход событий, словами или руками напрягать Вселенную. А если вас интересует больше личная жизнь, то романтики, конечно, в этих картах мало. Потому что, откуда? Двойка мечей – это карта одиночная. Да, дает совет, например, в любовной истории вам сейчас буквально ничего не предпринимать, заниматься только собой и думать. Мужской портрет есть, портрет героя, император. Достойный человек, достойный всякого уважения, всякого подражания даже, достойный всякого доверия. Но что объединяет вас с этим человеком больше, чем работа или бизнес, или просто случайное знакомство, мы пока здесь не видим. Однако очень многим женщинам карта императора подсказывает, что где-то рядом, в радиусе условной доступности, есть для вас мужчина самый лучший, самый подходящий на данном отрезке вашей жизни. И это послание игнорировать тоже не надо. Это персона, которая теперь или в будущем очень существенное влияние может оказать на вашу жизнь. И, возможно, с этим человеком в будущем вас ждет вот это счастье. Разное. От прибыли до счастливого брака, да? Но опять же, вы не должны ничего делать, не должны ничего предпринимать, и вы не должны никому и ничего сейчас рассказывать. Вот такое послание для вас номер 1. Оно очень счастливое и с очень выразительными советами. Карты благосклонны к вам. Благосклонны, откровенны с вами. Но теперь послание номер 2. Послание номер 2. О чем оно будет? Также 3 карты. 1, 2. Так, нас прямые карты интересуют пока. И 3. В такой, безусловно, счастливой комбинации, это 8 пентаклей, 9 пентаклей и 9 кубков, карты обещают просто счастье. Как хотите, просто счастье. На этом слове можно поставить жирную точку, потому что счастье не нуждается в пояснениях, в детализации. Представление о счастье хоть и у каждого как бы разное, на самом деле у всех одинаковое. Счастье – это достаток, покой, любовь и мир. 8 пентаклей рядом с 9 пентаклей, их даже нет смысла рассматривать по отдельности, потому что вместе они красноречивее. Они обещают вам доход. Обещают вам доход и какую-то финансовую системность, финансовую дисциплину в жизни, естественно. Карты эти, понятно, что денежные, и какие-то безупречные. Понятно, что это деньги, которые приходят в вашу жизнь без особых жертв. Вам не приходится расплатить за них совестью или здоровьем. Это
Вместе они описывают хорошую зарплату, например, которую вам скоро повысят, достойные премии, очень качественные, такие уверенные, надежные прибыли в собственном бизнесе. Восьмерка пентаклей еще и говорит про возможность учиться, например, осваивать какое-то новое дело, ремесло, какую-то новую профессию. Причем осваивать тоже без особых сомнений и без особого надрыва, с понятной какой-то пользой, очень близкой пользой для себя. Карты обещают вам, да, обещают многим именно учебу, действительно в учебном заведении, или эта учеба может быть по месту производства. Учеба, которой вы рады, и самое главное, она очень-очень окупается деньгами. И карты вам советуют на эту учебу, на эти вложения, потому что учеба же это все-таки дело затратное, вы тратите время, энергию, но вы очень много от этой учебы, от этого познания получите. Еще восьмерка с девяткой пентаклей обещают очень оправданные инвестиции. Это возможность покупать правильные вещи, какие-то правильные активы, которые будут расти в цене. Для кого-то, ну, у каждого возможности свои. Поэтому карта именно советует без сомнения вкладываться, что-то покупать. Ну и вообще с материальной, с физической с точки зрения как-то собирать, упорядочивать свою жизнь. Вполне возможно, что вот это второе послание продолжает первое послание. И здесь, если в первом мы видим внезапно свалившуюся на вас большую должность с хорошей зарплатой, то дальше мы уже видим картину, как вы серьезно, по-взрослому, правильно этой зарплатой распоряжаетесь, вкладываете ее во что-то. Вот такое послание в целом карты говорят: обращайте внимание на деньги. Девятка кубков здесь говорит о происходящем скоро. Вы будете очень-очень счастливы. Это карта наслаждения. Эта карта предсказывает вам скорый приход очень светлой полосы. Это такое время в жизни, когда даже вам при желании не о чем беспокоиться. Вы чувствуете, что живете правильно, что вас окружают правильные люди, что вам достаточно денег, что вы даже можете эти деньги расточать. Вот девятка кубков несколько расточительная, и она говорит, что вы потратитесь скоро не только на нужные, не только для себя, возможно, будете покупать предметы роскоши и подарки. Девятка кубков обещает праздники, застолья, ну и вообще разные, знаете, простые человеческие радости, к которым мы все так стремимся. Это вкусная еда, дорогая одежда, красивая, ну и вообще какие-то наслаждения телесные, вроде как курс массажа или спа-процедур. Только знаете, вот в этом случае, мне кажется, как-то карты, такой идеальный дают прогноз, такое идеальное послание вам, что я, наверное, заострю на значении перевернутой карты. Видите, здесь мы видим то же самое. Здесь вот такая цветущая женщина, которая радуется жизни. А на перевернутой карте, то есть это оборотная негативная сторона, вроде как и женщина та же, да, но радости и изобилие то же самое ее окружает. Но радость от этого немножко померкла. И это тоже послание для вас. То есть это чуть-чуть мы заглянули на оборотную сторону карты, на оборотную сторону Луны. Перевернутая девятка кубков все-таки говорит, что в такие, безусловно, изобильные, радостные времена надо помнить, что не хлебом единым, что помимо радости от денег, помимо наслаждений в жизни есть еще вопросы ответственности или долга перед другими людьми, перед обществом и так далее. И третье послание для вас. То есть два послания мы увидели для вас. Успешная карьера, деньги и подарки. И третье послание какое будет?
2 и 3. Десятка пентаклей тоже здесь есть. Все-таки, видите, карты с очень социальными такими, практическими вещами спешат к вам. То есть впереди у вас период достаточно такой денежный, практичный. Здесь очень мало романтики, здесь очень мало чувственных каких-то карт, не про эмоции, только про дела, ну, естественно, советы. Карты башня, карта шут и десятка пентаклей вам выпадает. Ну что ж, есть 2 старших аркана. Карта башни говорит о том, что в вашей жизни достаточно скоро что-то разрушится, прекратится и окажется совершенно ненужным. Вас ждут большие перемены, возможно, связанные с дорогами. Перемены внезапные и очень вынужденные. Конечно, карта башни в прямой позиции и в перевернутой тоже очень-очень разрушительна. И она говорит, что по возможности вам надо к этим переменам подготовиться или морально настроиться и им не препятствовать. Закончится отношения с кем-то, закончится работа ваша где-то, закончится ваша жизнь, то есть время проживания в какой-то квартире, в каком-то городе или в какой-то местности. Это внезапные новости, которые воспринимаются, конечно, как абсолютно кризисные. Действительно, карту башни считают одной из худших в колоде, но если философски смотреть на вопрос, эти перемены нужны, и случаются они вовремя, и в конечном итоге они в течение вашей жизни очень-очень очистят. Рядом нулевой аркан, карта шут. Это дорога, это тоже уход. Шут всегда отправляется в некий путь, в некую дорогу, поэтому карта описывает ваше движение куда-то после разрушения. Вот вместе, видите, это разрушение, разрушается некое условное здание вашей жизни. То, что незыблемо стояло, во что вы верили и за что держались. Но, как вы думаете, после того, как дом разрушен, жилец, что ему остается делать? Естественно, он куда-то едет, идет, уходит. Так вот, карта шут говорит, что после этих разрушений ваша дорога будет и должна быть очень-очень такая масштабная. Не надо сидеть над обломками и проливать слезы. Вам нужно собрать силы, даже не силы, скорее безрассудство свое какую-то храбрость и отправиться далеко-далеко. То есть если у вас закончится работа, то лучше не искать подобную где-то близко, да? Например, придумать для себя новую профессию, куда-то переучиться, шагнуть в собственный бизнес или даже переехать в другой город или страну. Интересно, что десятка пентаклей говорит, что от вот этих вот больших перемен и от вашей великой смелости, от этой вашей великой дороги, решимости вы наживете богатство. Десятка пентаклей – это карта богатства, это новый дом, это некое новое здание, это парная жизнь, это семейная жизнь, это в целом вот эти 3 карты могут описывать преобразование, например, семейных отношений. Именно преобразование, намеренно я здесь ничего не оцениваю, не говорю в плохую сторону или в хорошую, но это касается семьи, какого-то семейного дома. Например, по этим картам семья собирается и в полном составе куда-то переезжает, потому что на прежнем месте неожиданно оказалось просто больше, не знаю, невозможно жить. Поэтому послание для вас такое. Карты отправляют вас в путь дальний, рискованный, но этот путь за деньгами, за богатством, за наследством, в конце концов, этот путь обещает где-то в финале возможность найти или построить семью. Можно ли эти карты отнести к личной жизни? Ну да, безусловно.
безусловно. То есть мы здесь можем увидеть такой сценарий. Вот она, башня, какая-то любовная история, какие-то отношения изживают себя и очень скоро и резко одним днем прекращаются. Вы вместо того, чтобы залечивать свое разбитое сердце, все забываете на завтра и уже отправляетесь на поиски другого собственного счастья. И это счастье оказывается удивительно близко. То есть какие-то серьезные отношения вас ждут, возможность построить брак, возможность построить семью, возможность иметь какие-то долгосрочные, очень продуктивные личные отношения. Поэтому содержательное послание третье у вас оказывается. И главное вот с такими вот советами. Будьте легче и будьте забывчивей. Ваша жизнь сильно улучшится, если вы сможете даже не адаптироваться к новым условиям, а скорее очень скоро соглашаться на другую жизнь. Спасибо.